Что получится, если взять два классических батлпака и объединить их в один? Получится вот этот набор, который и станет центром внимания сегодняшнего обзора. При стоимости в $40 он включает в себя 7 мини-фигурок, среди которых новая эксклюзивная фигурка розового дроида QT-KT. Казалось бы, неплохо, но давайте взглянем на этот сет более подробно, так ли он хорош. Первое, что меня удивило, так это то, что детали упакованы в пластиковые пакеты, хотя большинство новых наборов уже имеют в своем наличии бумажные. Этот набор является новинкой октября, если что. Всего тут 6 пакетиков для сборки, 2 небольшие инструкции и один маленький листик с наклейками. Сейчас вместе с вами мы это все быстренько соберем и посмотрим, что из себя представляют постройки и какими функциями они наделены. Сборка много времени не заняла, ведь набор состоит лишь из 383 элементов, но при этом транспортные средства повстанцев и империи имеют вполне сносный вид, будучи улучшенными по отношению к своим предшественникам образца 2008 года. Давайте рассмотрим каждый по отдельности, и начнем мы с имперского десантного корабля. В отличие от своего предшественника, новый корабль смотрится определенно лучше, в первую очередь благодаря кабине, которая закрывается транс с черным лобовым стеклом. Оно появлялось в наборах LEGO лишь 4 раза, включая этот. И хочу сказать, что в данном цвете смотрится оно очень круто. Чтобы придать кабине легкий наклон, тут использовано шарнирное соединение, что является очень умным решением. В кабине за консолью управления сидит обычный штурмовик, хотя можно было бы добавить сюда темного штурмовика, как это делали раньше. С каждой стороны от кабины имеются два шутера, приводящиеся в действие нажатием на пусковой рычаг. Конструкция за кабиной выглядит неполноценно и пусто, как будто набор не был собран до конца. Два двигателя корабля могут менять свое положение и оставаться зафиксированными так, как вы пожелаете. Сразу под ними есть два крепления, где штурмовики могут хранить свои бластеры, пока они располагаются на платформе. Платформа же может быть извлечена и располагаться отдельно, хотя наличие этой функции мне не до конца понятно. Возможно, так вы можете имитировать сброс войск без посадки корабля на землю, но это тоже не менее странно. Спидер повстанцев, так же как и имперский десантный корабль, имеет только положительные изменения в своем дизайне по сравнению с предыдущей моделью, и на мой взгляд он смотрится куда лучше, чем модель имперского корабля. Его дизайн более удачный, а цветовая схема, состоящая из серых деталей и красных акцентов, смотрится потрясно. Ветровое стекло также выполнено в транс-черном цвете и до этого набора встречалось лишь один раз. Спидер вмещает в себя 3 фигурки, где одна располагается на башне за небольшой консолью управления. Она вращается на 360 градусов и имеет подвижной ствол, а также 2 шутера, точно таких, как и у имперского корабля. Забавно, что ее можно снять и использовать отдельно, но это опять-таки очень странно. Мне нравится, что в дизайне этого спидера практически отсутствуют острые углы, а все благодаря всем этим скосам и классным воздухозаборникам, расположенных в задней части. Теперь поговорим о фигурках набора. Тут все просто. Фигурки штурмовиков отличаются только лишь головами, причем, как вы можете видеть, все они имеют разный тон кожи и пол, что вносит определенное разнообразие. Дизайн данных фигурок не меняется с 2022 года, и он мне нравится. Что касается повстанцев, то тут похожая ситуация. Фигурки отличаются только своими головами, но в отличие от штурмовиков, они имеют двойные выражения лиц. Солдаты-мужчины имеют знакомые уже ранее встречавшиеся головы, но вот женская версия является новой, и особенно мне нравится ее второе выражение, отображающее подозрение или даже презрение.
Последней фигуркой набора является эксклюзивная фигурка астродроида QT-KT. Этот персонаж знаком далеко не каждому, и даже удивительно, что компания LEGO решила остановиться именно на нем, ведь за этим персонажем скрывается целая история. Сейчас я вам ее расскажу. Все началось с маленькой девочки по имени Кэти Джонсон, которая всегда мечтала иметь своего личного R2-D2 и которая боролась с раком мозга. Ее отец вместе с другими фанатами фильма создал модель дроида в розовом цвете, который получил название R2-KT. Меньше чем через год после этого события девочки не стало. Эта история разлетелась по всему миру, и было принято решение добавить этого персонажа во вселенную Звездных войн, но уже под именем QT-KT. Данный персонаж появлялся в фильмах, сериалах и комиксах и даже имеет свой собственный сайт, который посвящен благотворительности и помощи больным детям. Вот такая вот история. Как видите, это немного больше, чем просто фигурка. Это символ борьбы, надежды и добра. От этого иметь ее в своей коллекции вдвойне приятнее. Она выполнена хорошо, но минус в том, что с обратной стороны она не имеет принтов, и это немного портит общие впечатления, так как обычная фигурка R2 их имеет. Фигурка устанавливается на подставку с юбилейным логотипом и является седьмой заключительной фигуркой в этой коллекции. Этот набор отлично подойдет для расширения армии ваших фигурок, так как в таком количестве и по такой цене новенькие штурмовики еще не появлялись. Постройки забавные и со своими функциями справляются, но главная ценность набора – это, конечно же, его фигурки, особенно этот ярко-розовый дроид. Подписывайся на канал и следи за новинками LEGO вместе с нами. На этом все. Всем пока!